Как только мне дадут разрешение на телепортацию за пределы Синклита, я отправлюсь к Тадмавриэлю. Если я получу от Тадмавриэля необходимую мне информацию, он мне будет уже не нужен. Я действительно смогу его ликвидировать. Окей, здоровье поправили, получили хоть какую-то телепортацию, а теперь, как правильно задумались, нам надо понять, где у нас сидит начальство. Только так мы поймем, как стираются ветки, зачем все это, что с друзьями и почему организация существует на самом деле. Зачем я им нужен, черт возьми? Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы захотели начальство. Да-да-да, здоровье, знакомство, урезанная телепортация внутри Синклита — это здорово, хорошо, приятно, но нам до сих пор не ясно, зачем организация так упорно зазывала меня. А самое главное, нам бы более подробно понять, как эта организационная система вообще работает. А еще я так и не понял, могу ли я, не тратя опыт, прокачать силу или ловкость, например, используя гантели или беговую дорожку. Вольт? Какого черта? Подожди, а Малецкий, что ли? Ко мне пришла собака Малецкий. Как ты забралась на кровать, дружище? Погладить? И чё ты... Вольт! Блин, вот ты где. Ло, слушай, прости, что он вот так тебе залез, а? Да ничего страшного, Малецкий. Знаешь, я начинаю привыкать к тому, что ко мне в бункер может кто угодно ввалиться. Ну, да, у нас в Синклите с первого километра так заведено. Я, кстати, чё пришел-то? Мы с Вольтом как раз гулять... Да блин, Вольт, тише! Так вот, мы собирались гулять... Да блин... Пойти походить среди деревьев. Я упомянул имя твое, а Вольт начал прыгать, лаять и побежал тебя искать сразу. Да, видимо, ты ему очень нравишься. Ты, кстати, как вообще? Нормально себя чувствуешь? Да, Малецкий, я, кажется, уже в норму даже пришел. Отлично. Только, Ло, ты не забывай, ты все равно еще не окончательно стабилен. Так что никаких интенсивных тренировок или больших стрессов. Понятно? Да, Кацпер, не волнуйся. Смотри у меня. И, кстати, что в итоге? Не хочешь пойти с нами? Походить среди деревьев, как говорится. Ты же вроде еще не бывал в нашем саду, верно? О, про сад услышал? Вольт, тише. Малецкий, спасибо за приглашение. Я с удовольствием. Супер. Ну тогда давай, погнали. Вольт, гулять. Блин, прикольно. Я бы тоже хотел себе собачку, честно говоря. Где тут собаки-то покупаются? Так, давайте. Вольт, подтолкну тебя немножечко. И... кажется, наши друзьяшки телепортировались. Вагоны общего пользования. Вагон-сад, столовая. Мне получается сюда. Но стаж 16 километров. Ты посмотри, сколько времени я уже ничего не делаю. Обалдеть. Вагон-сад. Оба! Поехали. Не то чтобы ничего не делаю, скорее восстанавливаюсь, чилю. А еще я вспомнил, как вот эта раса называется. Это залы. Последний раз мы их... Могу сейчас ошибаться, но, по-моему, последний раз мы их встречали в сезоне «Новое поколение». Если что, имейте в виду, это не роботы. Во всяком случае, потому что я помню. Так, Малецкий? О, дружище, а вот и ты. Ну, собственно, вот, вагон-сад. Любимое место Вольта. Че, прям так? А ты что скажешь? В целом справедливо. Погладить. Блин, Ло, я так рад, что вы подружились. Теперь только осталось тебе собаку завести. И, кстати, слушай, у меня к тебе вообще-то дело есть. Да, я понимаю, что ты еще не восстановился, пытаешься освоиться в Синклите, но... короче, Аса от меня никак не отстанет. Видите ли, это никуда не годится. Сколько можно километры тянуть? Ой. Короче. Что? Что такое? Да не отвлекайся. Ей поручили контроль за делом Привет? Чё случилось-то? Ты потерялась? Господи Иисусе.
Ой. А ты кто? Ой, Малецкий, прости, пожалуйста. Анна Виктория Розалинда Третья. А ну, сидеть! Анна Виктория Розалинда Третья, что? Это что еще за поведение такое? Малецкий, я не знаю, что на нее нашло, правда. Да ладно, ладно, ничего страшного, Сильви, не переживай. У меня толком свободных метров не остается, чтобы собакой заниматься. После того, как Стелла свалила, практически всю ее работу повесили на меня. Ого! Так а тебе хоть доплачивают за это? Ну да, но если честно, доплаты не особо утешают. Я очень сильно устаю, и у меня не остается сил ни на какие другие занятия. А Анна Виктория Розалинда Третья требует очень много внимания. Ах, ладно, прости. Что-то я все о себе, да о себе... О, подожди. Ты же тот самый новенький, да? Не знаю, тот ли самый, но да, я новенький. Да, точно тот самый. Я Сильви Блямс из отдела учета. Да, привет. Я Лолошка. Я знаю. Очень приятно. Слушай, Сильви, мне кажется, там Анна... Как там ее? Виктория, она... Виктория Розалинда Третья? Ну да. Короче, собака твоя во что-то ввязалась, не? Ох, что опять? Анна Виктория Розалинда Третья, ко мне! Ко Ну мне! да. А я всегда говорил, что дорогие модели с функцией Тамагочи это фуфло полное. А еще знаешь, меня пугает, что она назвала свою собаку Третья. А первые две куда делись? Да уж, даже не хочется думать об этом. Кстати, Вольт! Ой, Ты где? а правда. Эй, Вольт! Вольт! Отзовись! Вольт! Вольт! Я уж сам начал переживать, честно говоря. Ой, хороший мальчик, хороший. Ладно, Ло, пойдем. Покажу тебе, где мы обычно зависаем. Окей. Ну, сад на самом деле... нет, тут, кстати, справа я не был. Я думал, что я тут уже все видел. И мы как раз идем сюда. Ес. Пустовато, поворовать нечего. Здравствуйте. Куда мы в итоге идем-то? О, так тут целый садик есть. Ля, ты погляди, какая красота. Маленькие реповцы играют. Ну все, Вольт, гуляй, развлекайся. Может быть, я, кстати, с тобой поразвлекаюсь. Че, поговорим? Да. Ну так, чё, как тебе наш сад? Хе-хе-хе, не хочешь прямо сейчас завести собачонку, чтобы мы могли ходить вместе, выгуливать их, а? Я бы рад, Малецкий, но я бы хотел сначала в Синклите освоиться. Ну да, ты, конечно, прав. Если чё, Ло, я не хотел давить на тебя, не хотел. Ой, просто есть одна вещь, которую мы с тобой не можем не обсудить. Давай за мной. Сейчас вроде как подразгребли ту кучу дел, которая у нас накопилась из-за поломки телепорта, и прикинь, в отделе контроля вспомнили про дело Тадмавриэля. Да, я понимаю, что ты пока что даже за пределы Синклита выходить не можешь, но... Ло... Все-таки нам надо... с тобой иметь хоть какой-то конкретный план. Как только тебе дадут разрешение ходить в ветки, мы сразу приступим к исполнению этого плана. Ты вроде как раз говорил, что для того, чтобы с Тадмавриэлем справиться, тебе отвязаться нужно. Ну так вот, как раз отвязался. Ты давай, для начала расскажи мне, на чем остановился. О, вот оно. Наконец-то, я просто как раз задумывался, а что там по поводу веток, по поводу Тадмавриэля, по поводу Вальдхара. Мы вспомним или нет? Малецкий, получается, все еще не знает, что я видел Тадмавриэля, и... Да я толком ничего и не узнал в итоге. Тадмавриэль был в моей ветке, но нет гарантии, что он там останется. Да, Малецкий, я видел Тадмавриэля, и уверен, что он планирует оставаться в этой ветке. Давай скажем, что я видел Тадмавриэля. Ничего себе. Стоп, подожди. Ты видел его, но он-то тебя не видел, правда? Нет, конечно. Ну, блин. Ну ладно. Агент Лолошка — это хорошая работа. Спасибо, Малецкий. Ну, так и что получается? Я локализовал цель, но я же понятия не имею, как ее ликвидировать. Чё? Я к тому, что ты можешь рассказать мне про ваше вот это оружие против бессмертных существ? Ну, да, обычное оружие. Пистолет с дротиками, а внутри там жижа какая-то. Но, если чё, подробности я не знаю. Это секретная разработка. Понятно. Просто, блин, я думал о том, что Тадмавриэля до меня уже пытались убить, правда? Ага, целую команду сформировали. Ага, целую команду. А ты не знаешь, почему его так и не смогли поймать? Просто, смотри, получается, целая команда, у которой было это оружие, все равно не справились.
Да, не очень хочется рассказывать тебе о моих провалах. Точнее, даже единственном моем провале. Но мы действительно не справились. Все, представляешь, сводилось к одному и тому же. Получается, либо Тадмавриэль ощущал присутствие других и просто сваливал до того, как его успеют атаковать, либо он позволял себя атаковать и каждый раз ловил дротик или уворачивался от него. Прикинь, он буквально глумился над нашими лучшими штурмовиками. Ага. То есть, подожди. И Луиза решила, что я, новичок, лучше справлюсь с этой задачей? Серьезно? Ну не-не-не, так-то меня главным по этому делу назначили. А я начальник отдела и самый крутой штурмовик. К тому же я уверен, Луиза... не просто так тебя выбрала, Ло! Ну, не знаю, Кацпер, не знаю. Так и чё в итоге? У тебя-то идеи есть? А то меня Аса сожрет, если я не отчитаюсь хоть о каком-то прогрессе. А, то есть тебе нужна идея по поимке Тадмавриэля? Мне нужно больше километров на обдумывание плана, а нельзя узнать, что за жижа у вас в дротиках? Может быть, ее можно применить каким-то другим способом? Выдайте мне оружие. Как только мне дадут разрешение ходить в ветки, я попробую убить Тадмавриэля. Слушай, а нельзя узнать, что за жижа у вас в дротиках, а? Блин, честно говоря, никто о таком никогда и не задумывался. Вот видишь? Правильно сделала Луиза, поручила задание тебе. Но это вообще надо узнавать у исследовательского отдела. Разработка-то сверхсекретная, так что даже не знаю, дадут ли тебе доступ. Да. Но, думаю, ученые как минимум что-нибудь подскажут. Я тогда прямо сейчас туда. Чтобы Асе сразу же отчитаться, что я активно занимаюсь делом. Со мной хочешь? Конечно, да. Ты быстро учишься. В Синклите связи и хорошая репутация очень упрощают жизнь. Вот, это бы тебе запомнить. Только я Вольта домой отведу, ладно? Сейчас. А, ну, хорошо. Все, если что, я тебе доступ выдал. Вот, ты телепортируйся, встретимся в исследовательском. Вольт, ко мне. Ну-ка. Не, я тоже хочу себе собаку, правда. Я тоже хочу себе песика. Ага, то есть мы сейчас можем узнать, что за жижа такая. Интересно получается. Малецкий уверен, что Луиза не просто так меня выбрала. А может ли она знать о том, что я знаком с Тадмавриэлем? Если она знала заранее о моей отвязке, значит ли это, что высшее руководство буквально в курсе всей моей жизни? Даже не понимаю, мне злиться из-за этого или... радостно бежать и расспрашивать Луизу о том, какая у меня в детстве была там, не знаю, еда любимая. Правда, мне бы сначала до ее кабинета добраться. Вот, да, я тоже об этом думал. Мы не знаем, где начальство сидит. Ты что, не можешь нормально настроить ее? Ну обратись ты к кому-нибудь другому, кто может настроить. Простите, я не буду в этом участвовать, до свидания. Так, погоди, а что вообще в саду еще есть? Здравствуйте. Ой, она что-то взяла. Она... Ну-ка. А, она, кажется, изоленту взяла, да? Привет. Не поболтаем. Засмотрелся на нее, да? На эту красную шапочку. Так, ладно, мне бы понять, есть тут какие-то интеракции или... О, а походу тут есть какие-то интеракции. Гербалист обменяться? Приветствую, штурмовик. Здесь я когда-то посадил несколько кустов Казус экстраординариус. Это растение славится своими странными плодами. Я занимаюсь исследованием, которое бы подтвердило мою гипотезу о том, что плоды подразделяются на категории. Если принесешь мне полное собрание плодов из каждой категории, щедро вознагражу тебя. Хорошо. Обменяться? Чё? Это что вообще такое? Случайный атрибут, господи, это... Вау! Етить, колотить, да конечно! Вот это непонятно, какая-то фигня. А, ну, наверное, она еще мне не открыта, и я не могу ее использовать, да? Ща, вот. Я нашел тут, допустим, какой-то цветочек. Жареный гриб. Вот жареный гриб тебе нужен? Нужен жареный гриб? Как это используется? Я просто вообще не шарю, я не понимаю. Короче, мне подсказали, оказывается, вот они. Мне нужно собирать коллекции абстрактные зерна, коллекция щелочные металлы. Тут вот есть... Холодец, ладно. Жареный гриб, вот. То есть я из этого могу сделать коллекцию грибы. И все эти коллекции я могу как раз-таки менять здесь. То есть, получается, все эти цветочки будут постепенно расти, выращиваться и так далее. Давай, наверное, еще вот здесь соберем. Арбузное мороженое. Блин, но тут есть такая беда, прям серьезная беда. У меня немного места в инвентаре. То есть мне по-любому надо будет пользоваться каким-то мешочком. Вот оно. Не, ну давай попробуем что-нибудь собрать. Я так понимаю, что вещей здесь очень много, и мне в любом случае придется где-то в сундуки это складывать, но пока мне нравится.
Вот как-то так. Собрал некоторые вещи. Видимо, через какое-то время все эти цветы заново будут расти. Заново я смогу все это собрать. И пока что мне бы на самом деле, наверное, сундук сюда какой-то. А, вот! Все, сундучело есть. А еще, я думаю, раз у нас есть какое-то время... О, да, здорово, споры. Я, наверное, телепортируюсь сейчас очень быстренько. Во-во-во, я могу в общую лабораторию. Да, Малецкий, сейчас, погоди, пожалуйста. Я хочу телепортироваться в вагон для тренировок. Поехали, давай. Каждый раз это так круто. Хочу потягать железо, 100%. Итак, сила 30, запоминаем. Я, бам, нажимаю. Коэффициент непонятно что означает, но давай 1,5. Тренировка. Так, сила... А, вот у меня сила 30, да, я помню. Что, как это работает? Что делать? Я нажимаю. Я нажимаю. Я жму, я очень жму. А, это было легко, это было настолько легко. Тренировка завершена. Сюда. А, мне опыт дали. Вот оно что за коэффициент. Я понял. Сейчас у меня 17 389. Мне лучше всего тягать штангу, потому что сила 30. Вопрос, могу ли я еще раз это сделать? О, да, могу. Окей. Давай максимальный коэффициент, погнали, попробуем. Фу, блин, сейчас должны прям много опыта дать. Благодаря тому, что прокачано до 30, наверняка это дофигища. Итак, поехали. Бляха, это... Давай! Ладно, коэффициент 2,5 это... Ай, как же у меня палец отваливается. 19 888. Ладно, это реально, но это очень тяжело. Давай еще раз. Я устал, не могу больше тренироваться. Ну ладно. Что ж, значит, мы больше не можем. И, так понимаю, здесь тоже не можем. Беговая дорожка. Пожалуй, хватит на сегодня тренировок. Ладно, я тебя понял. Давай тогда попробуем подняться наверх. Тренировочки. О, это кто такой? Стоп, Эрик? Знаете, я вернусь к Эрику, я поговорю с ним, посмотрим, что он предложит. Но все-таки не забываем про основу основ. Общая лаборатория. Поехали! Ой, здравствуйте. Ой, да, простите. Так, ладно, не время любезностей. Малецкий и Олли. Здесь потыкаться мы не можем. Здесь... О, ты Патриша! Это та самая в столовой, которая в исследовательском работает. Привет. Лолошка, привет. Привет, Патриша. Ну-ка, и какими судьбами тебя занесло в нашу темную нору? Да мне для задания нужно проконсультироваться с вашим отделом. О, а ты глубоко копаешь, я смотрю. Штурмовики обычно не запариваются по части наших разработок. Ага, а ты над чем работаешь, Патриша? Отчет заполняю. С моей любимой частью, то есть работой в лаборатории, я уже закончила. Теперь надо сдать в отдел контроля 20-30 страниц писанины. Сколько? 20-30? Угу, ты не ослышался. Оу, а что это у тебя за разработка такая? Хочешь, я расскажу тебе про свое задание? А где ЗАС, кстати? А что за разработка у тебя? Тебе зачем? У нее 3-й уровень секретности. Я никому не могу рассказывать. Ну, прости. Я не знал, просто из любопытства и... Ну ладно. Любопытство понять я могу. Только как же это все бесит. Давай, Патриша, соберись. Ты справишься. Нифига себе! Хорош! Так, Малецкий... Вот, собственно, как-то так и получается. А вот и ты, наконец-то. Да, Лолошка! Рад видеть вас в добром здравии. Спасибо, Олли. А разве мы не на «ты»? Ой, да, точно. Так, слушайте, Ложка, я если что с Олли, твой вопрос уже обсудил. Запрос направлю сам, в письменном виде. Куда надо. Сообщу тебе, как только получу ответ. Ой, мне в отдел контроля надо еще зайти. Так что давай, я пошел. Олли, пока. Давай, пока. Пока, Ложка. Ну ладно. Алло, Ложка, ты как себя чувствуешь последние километры? А то ты меня так напугал. Я до того километра ни разу такой отвязки страшной ты и не видел. Да, настолько? Ничего себе. А я просто вообще ничего не помню. Но чувствую себя очень даже неплохо. Это, ну и отлично. Может, ты и хорошо, что ты не помнишь. Ты то очнуться не мог, то тебе совсем там плохо было. Ой, как же страшно-то. Иногда ты такие сцены устраивал в стационаре. Ой. Серьезно? По полу там ползал, какие-то странные звуки издавал, шипел. Ой, даже медсестру пугал.
это да. Мы даже, знаешь, не понимали, а делать-то что с тобой? В кровать тебя было не уложить, ты же шипел. А, настолько? Ты мог двигаться, а это уже хорошо. Ой, всем телом за тебя переживали, Лолошка. И, кстати... Да, это... Лолошка, ты, если что, мой первый отвязанный мироходец. Оу, правда? Угу. Вас вообще почти не вербуют и не отвязывают. Эта процедура слишком рискована для вас. Но я очень рад, что ты в итоге справился. Мне в отделе все жутко завидовали, что именно я тебя отвязывал. Я! Вот. Ты заметил, как на нас недовольно поглядывают, кстати, да? Ну да, наверное. Мы мешаем им? Да ты что, нет, совсем не в этом дело. Они просто страшно завидуют, что мы с тобой общаемся. Кстати, раз уж ты километров 15 как полноценный сотрудник организации, не хочешь рассказать мне немного про вневременную пустошь? О, ну кстати, блин, ну, а почему бы и да? В этот раз-то, почему бы и да, действительно? Нет уж, это секрет. А ты мне что взамен расскажешь? Я не так уж и много знаю, Олли, но могу рассказать. Блин, знаете, вообще сейчас я действительно думаю, что почему бы и да, потому что Олли, это, знаете, тот самый сотрудник, с которым как будто хочется налаживать связь. Вот именно нужно. Вот просто даже самому интересно, что Лолошка может сказать. Да, ура. Да, давай. Если попросишь, я никому не расскажу, честно. Ну, вообще, знаешь, да, я бы попросил тебя никому не рассказывать. Да, конечно. Я понял, само собой. Ну, я действительно и сам толком ничего не знаю. Что, Ну, как? то есть, пока я не был отвязан, в пустошь я мог перемещаться одним только способом. Да, какой? Если меня пытался телепортировать кто-то из сотрудников организации. Да, так, замечательно. Ну и, насколько я понял, из пустоши можно перемещаться не только в разные миры, Так, но и в давай. разные временные точки, а также в разные ветки, вот. Да, прекрасно. Ну, вообще, все. Это все, что я знаю. Да, великолепно, чудно. Спасибо тебе большое за эти ценнейшие данные. Ай-яй-яй, я просто в восторге, Лолошка. Ладно. Слушай, Олли, а ведь у отвязанных Да? не может быть доступа ко временной пустоши совсем никак, да? Ай. Да, Лолошка, ты совершенно прав. В пустошь ты больше не попадешь и... Ой, сейчас... Да, ты в моей лаборатории ЧП. Ты, блин. Лолошка, мне надо бежать, но ты заходи еще обязательно. Давай. Спасибо, что рассказал мне про пустошь. Пока. Блин. То есть, знаете, у меня ощущение, что если бы я выбрал, что ты мне расскажешь взамен, он бы все равно ничего не сказал, потому что произошло бы это ЧП. Блин. А может быть, он бы просто мне ничего не рассказал. Здравствуйте. Так, жалко, что взаимодействовать не могу. Здесь тоже. Здесь, получается, тоже. Если я пройду дальше, то... А, здесь я был, да. Я помню это место. Так вот, если я пройду дальше, то по идее... А, стоп. Нет, это не дальше, это наоборот назад. Мне нужно туда. Вот здесь, если я пройду дальше, то... Господи, какой же это большой на самом деле зал. Вот, я найду контроль дематериализации. Я очень хочу дойти до вот этого. Контроль дематериализации сознания. У меня все есть, и опыт тоже. Не хватает только 2 поинтов разблокировки. Теперь мы знаем, что эти очки генома можно в целом даже приобретать, но для этого нужны коллекции. Вот эти. Короче, телепортируемся в вагон-сад. Хочу проверить, выросли ли... Так, ладно. Что? Кажется, я действительно наконец-то чувствую себя нормально. В ушах не звенит, мысли не путаются, а значит, да, я могу трезво взглянуть на ситуацию. Как-то я совсем забыл о том, что я здесь не для того, чтобы работать на организацию, а ради того, чтобы разобраться, что вообще происходит. О, господи, кто ты? Привет. Это не Вольт. Малецкий классный парень, и я даже не против завести роботизированную собаку, наверное. Но надо постараться не отвлекаться на все эти развлечения в Синклите. Как только мне дадут разрешение на телепортацию за пределы Синклита, я отправлюсь к Тадмавриэлю. Нельзя терять ни метра. Ни метра. Пока исследовательский отдел рассматривает заявление Малецки, у меня как раз будет возможность выведать у Тадмавриэля больше информации.
но на каком-то километре у меня потребует его ликвидировать. И я не смогу больше выдумывать оправдания и особенно тянуть время. Ну да. Вообще, меня, конечно, больше интересует, а чё там с Вальдхаром? Как мы его... Конечно, я всегда могу соврать в отчете, но... Если я получу от Адмавриэля необходимую мне информацию, он мне будет уже не нужен. А это значит... Да, я действительно смогу его ликвидировать. Но, единственная проблема — это то, что я не смогу телепортироваться куда захочу. Надо будет всегда получать разрешение Малецки, блин. Это значит, что я не смогу в любой момент пойти навестить Лаю или Вальдхара. Кстати, Лая, я же даже не предупредил ее, что отвязываюсь. Ладно, надеюсь, она поняла. В любом случае, получить разрешение на посещение этой ветки будет несложно. Пока жив Тадмавриэль. А, точно, я вот как раз об этом задумался. Типа, а как нам разрешат? А мы просто скажем, что к Тадмавриэлю пошли, искать его. В целом, пока что все супер-мега логично. И мне на самом деле нравится, что после отвязки все стало каким-то более укомплектованным в плане понимания. Вот я, как зритель, я начал больше понимать вот эту структуру того, как мыслит Лол-ложка, примерно того, как работает организация, что там надо просить, какие-то разрешения. В Синклите все всегда зависит от бюрократии, от разрешений и еще разрешений. И по сути своей мы сейчас с этим-то и сталкиваемся. Разрешение. Цветочки, кстати, новые. Давай соберем. Ой. Спасибо, ребят. Что? Ух ты, погоди-ка. Так тут, оказывается, какие-то коллекции просто как пасхалочки разбросаны. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это, кстати, самая простая коллекция. Спор взрыва гриб, споры слизни гриба. У меня, по идее, уже какая-то часть даже собрана. Вот, споры грибочка с мерцающей шляпкой. Да, здесь это надо. Далее, споры канифольного зуба гриба. Это тоже. Мне остается только взрыва гриб. И все, я смогу еще создать такую коллекцию. А зачем ты нужна? Ну-ка, давай-ка сразу вот здесь проверим. Во, очко генома, то, что мне надо. Я купил и как это работает? Наверное, оно сразу в меня всосалось, да? То есть, как бы, оно у меня теперь есть. Я помню, что там нужно было 2 очка. Следовательно, сейчас мне нужен еще 1. И я как раз почти собрал. Вот прям чуть-чуть осталось. В других сундуках, если что, я ничего не нашел. Поэтому это был такой единственный пасхальный мешочек. Но все равно спасибо. В спальный вагон телепортируемся. Здравствуйте, до свидания. Ага, идем к себе. И у меня, кстати, знаете, даже вопрос появился. А могу ли я пойти к Малецки? Давай-ка сразу это проверим. Малецки кровать, по-моему, вот здесь? Не-не-не, вот здесь, вот это вот. Не могу. Блин, жалко. Так, погоди, комната Малецки меня уже не так сильно интересует, как это. Откуда у меня деньги? 10 180. Я купил очко генома. Дает 10 000 опыта. Ты погляди, походу багануло что-то. И мне вместо того, чтобы дать 10 000 опыта, дали 10 000 денег. Сейчас, погодите, я уточню, это баг или нет. Ну, скорее всего, баг. Итак, я снова с вами. Проблема решена. У меня теперь вместо денег опыт, как и должно быть, а денег все еще 180. Да, это действительно был баг, и типа мне не туда засчитало. Как же хорошо, что я это заметил, иначе я был бы супер богатым, но нечестно богатым. Думается мне, что на этом мы будем постепенно заканчивать, но я очень надеюсь, что мне выбьют это самое разрешение, чтобы пойти к Тадмавриэлю, ну или в целом просто в свою ветку, к моему бункеру, блинский. Самое интересное, что получается я смогу там ходить без скафандра, но на меня будет какое-то давление времени. Окей, мы это все посмотрим, на этом я опять же заканчиваю. Надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. В 3000-й раз повторяюсь, но это правда. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-ложка. Куча интеракций. Я про Эрика забыл. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.